Это видео для тех, кто любит рисовать, но не решается попробовать себя в масляной живописи. Тяга к творчеству в наши дни просто огромна. Народ пробует себя в разных техниках, графики, так далее, но не решается попробовать себя в масле, думая, что это очень дорого, сложно. Вся эта махина масляной живописи с ее мольбертами, станками, так далее, очень затратно. На самом деле это не так. И я в этом видео покажу, как совершенно небольшими средствами, в районе 2-3 тысяч рублей, можно попробовать себя в масле, не покупая ни мольберты какие-то. Мольберт у каждого, кстати, есть дома. Расскажу, как переносить рисунок на холст для тех начинающих художников, кто пока еще не очень хорошо рисует, а хочется нарисовать достойную картину. Итак, какие материалы нужно приобрести? Первое. Это титановые белила. Титановые белила желательно или мастер-класс, или гамма. Остальные производители я не знаю. Не советую, кстати, Ладогу. Она очень плотная, предназначена, скорее всего, для работы мастихинами. А так Ладога вполне приличный производитель, хотя он работает с аналогами, но земляные краски у него очень хорошие, некоторые аналоги хорошие. Итак, пару тюбиков белил титановых. Эта краска, она расходится больше всего в живописи, поэтому ее нужно больше других красок. Тюбик кадмия желтого среднего, желательно мастер-класс, так как это не аналог, а настоящий кадмий желтый средний. Потом краплак красный прочный, тоже желательно мастер-класс. Кстати, обратите внимание на звездочки вот сбоку, такие черные звездочки. Если будете покупать краску, любую другую, нежелательно, а просто необходимо брать краски от 2 звезд, от 2 до 3. С одной звездочкой краски не берите, выцветать будет прямо в квартире, за несколько лет она изменит цвет от ультрафиолета. То есть эти краски, они предназначены для этюдов каких-то, для набросков и для каких-то других специфических задач, но для живописи это не годится. Так, кадмий красный темный, мастер-класс, 1 тюбик. Потом Марс коричневый темный прозрачный. Здесь можно брать краску любого производителя, даже гаммы. Кстати, относительно гаммы. У гаммы хорошие земляные краски и белила. Все остальные краски очень плохого пока что качества. Очень не советую покупать гамму. Вы испортите себе просто настроение работы с плохими красками. Материалы должны быть хорошими, и живопись должна приносить удовольствие. Вы сэкономите совсем небольшие деньги на красках, но у вас будет совершенно не то настроение в живописи. Работать будет просто неприятно с плохими красками. Это скажется на живописи обязательно. В общем, в этом случае экономить очень не советую. Так, голубая ФЦ, 1 тюбик. Ультрамарин светлый. Это если пишете пейзажи, очень желательно приобрести тюбик ультрамарина. Охра желтая. Обязательно. В живописи очень много охры и охристых оттенков, и постоянно составлять ее из желтой краски, коричневой и красной, это просто трата времени. Желательно, чтобы на палитре лежала охра, к ней вы будете очень часто обращаться, использовать ее. И это же касается и английской красной. Она тоже очень часто присутствует в пейзажах, портретах, так далее. То есть постоянно затемнять красную краску коричневой и еще добавляя в нее там синий или еще какой-то. То есть все время искать вот эти оттенки охристые, красные. Это тоже затрата времени. Желательно, чтобы на палитре лежала как охра желтая, так и английская красная. Вот эти вот земляные, очень часто использующиеся оттенки. Кстати, вот этого первоначального набора хватит на достаточно большое количество работ, от 3 до 30. Но это будет зависеть от степени тонкости вашего письма, от пастозности так называемой. То есть краски эти очень укрывистые, может хватить на много картин.
Так, ну а если же средства позволяют, это уже не обязательно, это можно докупить и на втором этапе, не можно, а потом необходимо будет следующие краски приобрести. Кадмий лимонный часто используется, мастер-класс обязательно, это аналоги нежелательно приобретать, то есть именно кадмий нужно купить. А травяная зеленая, ну тут, по-моему, можно любого производителя купить. Изумрудная очень часто в портретах, в пейзажах очень часто используется. Это ярко-зеленая краска. Ее, кстати, вам надолго хватит. Так, потом кадмий оранжевый, тоже мастер-класс. Что дальше? Кобальт синий спектральный можно купить, либо же просто кобальт синий. Небесно-голубая ладога. Можно поискать, это хорошая краска. И такой же тюбик краски ладоги бирюзовой, тоже часто используется в живописи. Ну и тоже любого производителя Умбра натуральная ленинградская. Она вам будет просто заменять черную краску. Она очень темная, с таким зеленоватым оттенком. При добавлении в нее голубой ФЦ она становится просто черной. Это что касается красок. Вот потом вам нужно будет купить одну баночку тройника, так называемый разбавитель-тройник. То есть это такой универсальный разбавитель, который и живость придает маслу, разбавляет ее на палитре, делает удобной для работы, и прочность придает за счет лака, и в общем, эта вещь необходима в работе. Если средства позволяют, можно купить эти составляющие по отдельности. То есть баночку лакодомарного разбавителя, либо white спирита, либо пинена художественного и льняного масла. И уже из этой смеси делать себе разбавители с нужными потребительскими свойствами под нужную задачу. Что касается кистей. Кисти можно купить для начала просто несколько плоских кистей. Нежелательно покупать наборами. Можно купить кисти по отдельности. Советую взять одну большую кисть плоскую, щетину, например, 16 номер. Пару маленьких, там, от 8 и 10 номер, тоже плоскую щетину. Можно синтетику одну взять. Кисти есть совершенно разных форм, но это уже потом. И овальные можно использовать, круглые, скошенные, так далее, так далее. Можно растушевочку приобрести потом на втором этапе уже живописи. А пока на первом этапе вместо растушевки можно использовать какую-нибудь строительную, либо вот такую школьную кисть. Они недорогие, продаются в школьных отделах по-моему, от 20 до 24 номера щетина. Стоят они очень недорого. Либо же в строительных магазинах такие тоже продаются. Можно найти. Главное, чтобы они не лезла щетина из них. Кстати, и в строительных, и в школьных отделах продаются вот такие вот круглые, очень приличные кисти. Маленького размера круглые кисточки. Тоже очень хорошо в живописи. Стоят они копейки, там, по-моему, от 10 рублей. Но показывают себя очень хорошо, можно работать. Главное брать не растрепанные, чтобы сам кончик кисти был собранный. Тогда она такой и остается на всем протяжении своей жизни. Собранной, аккуратной, и ей приятно работать. Можно докупить и растушевочку такую одну художественную, но я советую просто использовать щетинные кисти. Об этом будет отдельное у меня видео, как их использовать. Новая щетинная кисть в этом деле тоже показывает себя очень хорошо в качестве растушевки. Так, по холстам. Не советую приобретать большие холсты на первое время. Думаю, достаточно будет купить пару холстов размером 30 на 40 сантиметров, и один холстик, допустим, побольше, 40 на 50. И еще очень важный момент. Производители холстов очень экономят на грунте. И очень желательно прогрунтовать дополнительно холстик у себя дома.
каким-нибудь клеевым составом. Об этом у меня есть видео, внизу будет ссылка на него, как это сделать самостоятельно. То есть это делается для того, чтобы у вас не было разочарования по окончании работы, когда холст втянет масло из живописного слоя, и у вас получатся какие-то жухлые места, пятна, точки такие очень некрасивые. В общем, очень желательно догрунтовать холст, не надеяться на совесть производителя. Мне не встречались холсты, которые не тянут холст, которые не тянут масло. Может, они и есть какие-нибудь за очень большие деньги, но мне такие не встречались. Далее, мастихин. Вам необходимо будет приобрести мастихин. Мастихинчик самый обычный, классический, с лезвием 4-5 сантиметров. Он необходим для работы на палитре, для смешивания красок, для работы на холсте. Одного такого мастихинчика вам будет достаточно. Потом можно будет докупить какие-нибудь дополнительные мастихины для палитры, либо же специфические какие-то мастихины. Их форм сейчас существует очень много. По палитре. В ее качестве можно использовать действительно любую фанерку. Главное, чтобы она была загрунтованная, чтобы не тянуло масло из краски, не впитывало. Вот. Какой-нибудь кусок стекла, там чего угодно, что-нибудь не впитывающее. Я использовал в первое время обычный поднос пластиковый. Поднос достаточно удобен, так как у него есть бортики. Краска не разольется, масло не разольется. То есть можно попробовать поднос, у него достаточно большая поверхность, удобно кисти на нем лежат, на его бортике. Теперь по этюдникам. Не советую вам сразу приобретать этюдник. Скорее всего, вы купите не тот, который вам нужен. Первое время вам нужно будет определиться, с какими размерами холста вы работаете, какой этюдник вам нужен, настольный, напольный, металлический, там какой-то складной, либо же основательный, деревянный, стационарный. Для первого времени вам подойдет самый обыкновенный классический стул. Вот, кстати, на таком стуле я нарисовал первых своих 10 картин, и работать за ним, я вам скажу, достаточно удобно. Вот, укройте его каким-нибудь полиэтиленом от краски и положите подносик, поставьте холст и работайте. Вот, можно выпилить какую-нибудь фанеру, сделать упорчик для того, чтобы ставить какой-нибудь маленький холст, чтобы был повыше. Вот работать, скажу вам, очень удобно. Если надоест работать стоя, можно поставить на журнальный столик и продолжать работать уже стоя с теми же удобствами. Вот. Ну а теперь о способе перенесения ключевых точек вашего эскиза, либо же фотографии на поверхность холста. Вот, с помощью вот такой вот пленки, цветочная пленка, она недорогая, на рынках продается разного размера, маленького, есть очень большие размеры этой пленки. Вот, отрезается пленка по размеру холста. Отрезается пленочка по размеру холста и готовится краска. Краска разводится маслом, именно маслом, без растворителя, для того, чтобы краска продолжительное время была в жидком состоянии, чтобы не выветривался растворитель. Краска здесь у меня марс-коричневый, темный, прозрачный и белила титановый. Вот такой вот, можно использовать любой цвет для рисунка. Консистенция такая жиденькая, чтобы не текло с вертикальной поверхности. Вот такой вот. Вот, допустим, мы хотим на примере этой лошадки замечательной, мы хотим ее нарисовать. И чтобы наш рисунок не был вот такой наивный, кривенький, мы поступаем следующим образом. Берем нашу пленку, прикладываем к любому экрану оргтехники. Кстати, да, использовать желательно вот такой вот малярный скотч, он не оставляет следов, в отличие от обычных скотчей. Так, прикладываем на экран оргтехники. В любом видеоредакторе переворачиваем изображение, отзеркаливаем его. Если нам нужно, чтобы наше изображение на картине было не отзеркаленное, то есть в первозданном виде своем. Вот, и обводится контур. Здесь нам важно подчеркнуть именно ключевые места. То есть это сам контур и какие-то ключевые места, допустим, вот ноздрички, глаза, уздечки,
на лошадке, какие-то теневые места нужны. Вот, проходимся тоненькой кисточкой. Вот, достаточно быстро. На такой рисунок у нас будет затрачено 5 минут максимум. Так можно перевести любой свой эскиз, допустим, небольшого размера эскизик можно перевести, увеличить, как угодно отзеркалить и перевести это уже на холст, кинуть и уже не заниматься поиском рисунка, а отдать все силы живописи, цветовым решениям и так далее. Вот, подчеркнули ключевые места, снимаем аккуратно нашу пленку и кладем на какую-либо ровную поверхность. Вот, прикладываем холст, только нужно, конечно же, помнить, где отпечатается наш рисунок, чтобы он не был где-то в уголочке, чтобы он не был криво, об этом нужно помнить. Придавливаем рукой и снимаем. Вот у нас получается вот такой отличный оттиск, практически монотипия ключевых мест нашей лошадки. Вот, и уже через 5 минут можно приступать к живописи. Да, можно было здесь немного более жидкую краску сделать, чтобы более тонкий был рисунок. Вот еще пример. Допустим, нам нужно написать портрет такой красавицы. Также тем же способом прикладываем. Да, вот можно, кстати, за неимением цветочной пленки использовать обычную, но она очень мягкая, не советую, но тем не менее нужно использовать такую. Так, вот отзеркаливаем, если нам нужен в правильном ракурсе портрет. Увеличиваем до нужного размера и обводим ключевые места. Сейчас я взял более светлый колер. Вот, тоже не нужно сильно стараться. Точность нам нужна, может быть, в глазах, в таких вот местах, которые подчеркивают именно портретное сходство. Глаза, излом бровей, ноздри, губы, форма губ. Вот это вот можно немножко более ответственно обвести. А все остальное чисто схематично. На это время тратить не нужно. Не обязательно. Да, можно, кстати, попробовать и цветными какими-то красками. Возможно, у кого-то получится достаточно интересные монотипии, графические работы. Это вполне можно. Я пробовал, у меня ничего интересного не получилось, но может у кого-то лучше получится. Так, снимаем. Также отпечатываем, смотрим о расположении нашего рисунка на холсте, помним о композиции. Вот снимаем. Вот вполне себе достаточно качественный рисунок. Вот. Да, можно растереть немножко графически, тут доделать. Способов дальше на ваше усмотрение. Можно к краске приступать прямо сразу. Да, если рисунок неудачен, стираем это все дело. Композиция, об этом у меня есть видео о составе этой композиции. Так называемая цветная имприматура. Поищите. Вот. Если очень темная, можно прямо намазать на губку титановый белил и высветлить рисунок. Вот еще одна красивая девушка. Попробуем на ее примере что-нибудь сделать. Вот также отзеркаливаем, увеличиваем. Вот, и работаем на контуре. Вот, и обводим контур. Также можно и посидеть, качественно все это сделать, не спеша, медленно. В нашей краске нет растворителя, можно работать долго. Краска будет долго во влажном виде. Вот ответственные места можно
более аккуратно сделать. Вот это способ, конечно, для начинающих художников, которым рисовать хочется, которым хочется написать картину, но все упирается в рисунок. А небрежный рисунок — это небрежная живопись. От рисунка очень много зависит. И в реалистичной живописи очень много зависит от рисунка. Правильных пропорций. Главное, от перспективы. У начинающих художников перспектива, как всегда, завалена. Картина разваливается и просто смешно выглядит. Вот. Также кладем, прижимаем. Вот уже картина у нас с имприматурой. Картина тоже влажная. Холст смазан маслом. Вот, смотрим. Вот такой оттиск. Вполне себе готовый под живопись. Можно прямо же приступить к живописи, наносить цвет, не тратя время на рисунок. Вот. Ну, естественно, лучше с больших мониторов это делать, с больших телевизоров. Сейчас они очень умные, поддерживают HDMI входы, поддерживают локальную сеть. Можно за каких-то 2 минуты бросить любую картинку на телевизор, и то есть можно любого размера сделать рисунок, перевести на большой холст. Так что, как видите, попробовать себя в живописи может каждый. Это не так дорого. Очень много в интернете пособий по живописи всяческого рода, много видеоматериалов, в том числе видеоуроков. Так что пробуйте, творите, успехов вам в этом деле. Задавайте вопросы под этим видео, постараюсь ответить. Счастливо!